Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на моем канале. В этом видеоролике я буду менять аккумулятор на iPhone 11 так, чтобы в настройках не выходила ошибка. Обычные пользователи спросят, о какой ошибке я говорю. Миллион раз меняли аккумуляторы на предыдущих моделях и никакой ошибки не было. А дело в том, что начиная с iPhone XS, Apple начали встраивать в каждую важную запчасть чип. В этот чип записан серийный номер. Эти же серийные номера также есть в памяти iPhone. Если эти номера не совпадают, в настройках выходит ошибка о том, что запчасть не оригинальная. И даже если вы возьмете новый аккумулятор с другого нового iPhone и переставите в ваш, у вас будет ошибка в настройках. Именно эту ошибку мы будем устранять. Итак, приступим. Вот наш подопытный iPhone. Чтобы посмотреть состояние аккумулятора, нужно зайти в настройки, выбрать пункт аккумулятор, состояние аккумулятора и зарядка. В данный момент максимальная емкость 80%. Выключаем смартфон и приступаем. Для замены ячейки аккумулятора нам понадобится контактная сварка, держатель для аккумулятора, аккумуляторная ячейка, их еще называют банками, шлейф-обманка для сброса циклов, программатор для обнуления счетчика, ножницы-снипер. Чтобы не затягивать видео, я разобрал iPhone за кадром. Нужно срезать оригинальный шлейф, на котором расположен чип с серийным номером. Сначала нужно удалить всю изоляцию, а затем срезать шлейф. Кто-то отпаивает оригинальный шлейф, а потом припаивает новую ячейку. Но эта процедура требует сноровки, потому что можно перегреть шлейф и испортить чип, или паяльником устроить короткое замыкание. Мне кажется, использовать электросварку безопаснее. Еще один важный момент. Необходимо один раз запустить iPhone или от лабораторного блока питания, или от неоригинального аккумулятора, чтобы в настройках iPhone появилась ошибка. Также заходим в настройки, раздел аккумулятор, состояние аккумулятора и зарядка. И видим, что iPhone не удается проверить подлинность аккумулятора. Все идет по плану. Если вернуться в настройки, основные об этом устройстве, то напротив аккумулятора будет написано «Неизвестная деталь». Сейчас покажу, как исправить эту ошибку. Выключаем iPhone. Извлекаем аккумулятор. Берем оригинальный шлейф. Конец с коннектором выпрямляем, чтобы он находился под углом 90 градусов относительно основной части шлейфа. Берем шлейф-обманку, подключаем к родному шлейфу. Вот таким образом. Теперь заворачиваем шлейф в левую сторону, то есть в ту сторону, где будет ячейка. Коннектор шлейфа обманки загибаем на 45 градусов вправо. Вот такой результат должен получиться. Нужно немного укоротить контакты на ячейке. Для точечной сварки я использую механик W04. Мощности этого устройства вполне хватает для сварки шлейфа и ячейки. Единственный недостаток – это устройство поставляется с одним щупом. Второй щуп я покупал отдельно. Теперь нужно правильно согнуть шлейф и заизолировать его. Почему я использую ячейки Battery Collection? Эти ячейки уже проверены временем, я ставил их на многие смартфоны, и сейчас у меня Android смартфон с Battery Collection. И также у меня на канале есть ролик, где я тестирую
3 фирмы аккумуляторов, и Battery Collection зарекомендовали себя довольно хорошо. Ссылки на все оборудование и расходники есть в описании к данному видео. Нам осталось сбросить счетчик циклов зарядки и разрядки аккумулятора. Для этого подключаем аккумулятор к программатору, затем нажимаем кнопку под надписью Activate, коротко нажимаем среднюю кнопку, нажимаем кнопку под надписью Health 100%, снова средняя кнопка и Cycle Clear, чтобы очистить циклы. Теперь можно отключить программатор. Не забудьте зафиксировать шлейф-обманку на двусторонний скотч, который есть в комплекте. Итак, вставляем аккумулятор в iPhone и проверяем. Заходим в меню настройки, ищем пункт аккумулятор, состояние аккумулятора и видим, что теперь емкость аккумулятора 100%. Это все, что я хотел рассказать вам в данном видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, в комментариях задавайте вопросы. До встречи в новых видео. Пока!